Всем привет! Вы на канале Вязаные истории. Меня зовут Юлия. Это видео четвертая завершающая часть по вязанию вот такой куклы мальчика. В первых трех частях мы уже полностью связали ему тело, голову, оформили волосы, лицо. Сейчас нам остается только связать одежду. Это будет самая длинная часть, потому что мы будем вязать кепку, футболку и вот такой комбинезончик. Ссылки на первые три части вы можете найти в описании под видео. Продолжаем наряжать нашего прекрасного мальчишку. Всем приятного вязания! Начинаем мы с вязания кепочки. Вот так она выглядит. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо провязываем первый ряд 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой столбик. Кольцо затягиваем. Дальше вяжем в следующий ряд, второй. Провязываем подряд 8 прибавок. Первая прибавка, вторая, третья. Итак, до конца ряда всего 8 прибавок, получится в итоге 16 столбиков. Провязали. Теперь последний столбик в ряду я отмечаю нитью, оставшейся от кольца амигуруми. Дальше вяжем следующий ряд, третий, провязываем один столбик без накида, прибавка, повторяем так 8 раз. Столбик, в следующую петлю прибавка. Столбик, прибавка. Вяжем так до конца ряда, в итоге получится 24 столбика. В четвертом ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка 8 раз. Первый столбик, второй и прибавка. Повторяем так до конца ряда, в итоге получится 32 столбика. В пятом ряду вяжем 3 столбика без накида, прибавка 8 раз. Первый столбик, второй, третий, прибавка. Довязываем ряд, и в итоге у нас получится 40 столбиков. Провязываем 4 столбика без накида, прибавка 8 раз. Первый, второй, третий, четвертый и прибавка. Довязываем так ряд, и в итоге получается 48 столбиков. В седьмом ряду вяжем 5 столбиков без накида, прибавка 8 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вяжем прибавку. Довязываем ряд до конца, в итоге получается 56 столбиков. В восьмом ряду провязываем 6 столбиков без накида, прибавка. Повторяем так 8 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и вяжем прибавку. Довязываем так до конца ряда, в итоге получается 64 столбика. В девятом ряду вяжем 7 столбиков без накида, прибавка, повторяем так 8 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и прибавка. Вяжем так до конца ряда. В итоге получается 72 столбика. Провязали, и в 10 ряду мы вяжем 8 столбиков без накида, прибавка, повторяем так 8 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый,
5, 6, 7, 8 и вяжем прибавку. Так довязываем до конца ряда. В итоге у нас получается 80 столбиков. Вот такая деталь у нас сейчас получилась. Следующие 5 рядов с 11 по 15 провяжите по 80 столбиков без накида. Провязали эти 5 рядов. Вот так сидит кепочка на голове. Дальше вяжем следующий ряд. Это у нас идет 16. Мы провязываем 8 столбиков без накида, убавка. И так повторяем 8 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 8 и провязываем убавку. Довязываем так ряд до конца. В итоге у нас получится 72 столбика. И следующий ряд 17 провяжите 72 столбика без накида. Провязали. В 18 ряду вяжем 7 столбиков без накида, убавка 8 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик. Провязываем убавку. Вяжем так до конца ряда, 7 столбиков убавка. В итоге у нас получится 64 столбика. И следующий ряд 19 провяжите 64 столбика без накида. Провязали. Теперь будем вывязывать козырек. Провязываем 2 соединительных столбика. Первый, второй. Дальше вяжем 2 прибавки из столбиков без накида. Первая прибавка, в следующую петлю вторая. Дальше мы вяжем полустолбик с накидом. В следующую петлю прибавка из полустолбика с накидом. Снова вяжем полустолбик с накидом. В следующую петлю прибавка из полустолбика с накидом. Дальше провязываем 1 столбик с накидом. В следующую петлю прибавка из столбика с накидом. В следующую петлю 1 столбик с накидом. Дальше вяжем прибавку из полустолбика с накидом. В следующую петлю 1 полустолбик с накидом. Снова вяжем прибавку из полустолбика с накидом. И в следующую петлю полустолбик с накидом. Дальше вяжем 2 прибавки из столбиков без накида. Первая, вторая. Провязываем 2 соединительных столбика. Первый, в следующую петлю, второй. Это мы провязали первый ряд козырька. Дальше разворачиваем вязание. Нить за крючком. Первый соединительный у нас идет сразу после крючка, мы его пропускаем. Во второй соединительный столбик мы также провязываем соединительный столбик. Дальше вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Эти 4 столбика без накида идут на местах, где в первом ряду были 2 прибавки столбика без накида.
Дальше мы провязываем 16 полустолбиков с накидом. Первый, второй, 15 и 16 полустолбик с накидом. Провязали. Это мы вязали с вами эти полустолбики над полустолбиками и столбиками с накидом первого ряда. Теперь у нас здесь остается 2 прибавки из столбика без накидов. Это в первом ряду. И на их местах мы сейчас провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. И провязываем соединительный столбик. Нить вытягиваем, обрезаем и с помощью иглы закрепляем, прячем. Кепка готова. Теперь нам с вами остается только обвязать пуговицу контрастным цветом. Я беру цвет шортиков. Делаем кольцо амигуруми и набираем 2 воздушные петли. Первая, вторая. В это кольцо провязываем 10 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9 и 10 полустолбик. Кольцо затягиваем. Вяжем следующий ряд. Провязываем 1 столбик без накида, прибавка. Так повторяем 5 раз. Вяжем столбик. В следующую петлю прибавка. Вяжем так до конца ряда. В итоге у нас получится 15 столбиков. Дальше вяжем следующий ряд. 4 столбика без накида, прибавка 3 раза. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый. Провязываем прибавку. Второй раз также. Первый столбик, второй, третий, четвертый и прибавка. И третий раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый и вяжем прибавку. Получилось сейчас 18 столбиков. Прикладываем пуговичку. И провязываем следующий ряд. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида, убавка. Повторяем так 3 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый и вяжем убавку. Вставляем пуговичку и вяжем дальше. Первый столбик, второй, третий, четвертый, убавка. И третий раз провязываем. Первый столбик, второй, третий, четвертый, провязываем убавку. Вот что сейчас получилось. Пуговичка полностью помещается внутри. У нас сейчас 15 столбиков. Дальше мы подряд с вами провязываем 7 убавок.
Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. И седьмая убавка. Остается у нас один столбик. Мы этот столбик захватываем переднюю полупетлю, захватываем следующую переднюю полупетлю уже начало ряда и также провязываем убавку. Нить вытягиваем, длинную обрезаем. С помощью иглы стягиваем оставшиеся петли. Наполнитель я не добавляю, оставляя эту деталь плоской. Вот что у нас получилось. Теперь пришиваем эту пуговку на макушку шапки, кепки. Пришили. Вот так выглядит с изнаночной стороны, вот так лицевой. Примеряем кепочку на мальчишку. Я ее немножко подгибаю, не прям вот так. Чуть-чуть подгибаем, так, мне кажется, выглядит симпатичнее. Переходим к вязанию футболки. Вот так выглядит футболка. Вяжем мы ее двумя цветами. Начинаем с белого цвета. Набираем 27 воздушных петель. Первая, вторая, 25, 26 и 27 петля. Начинаем вязать первый ряд. Со второй петли от крючка провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. В следующую петлю провязываем 3 столбика. Первый, в эту же петлю, второй, в эту же петлю, третий. Дальше мы вяжем петли рукава, 3 столбика. Первый, второй, третий. Снова провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. Дальше вяжем 8 столбиков без накида. Это у нас передняя часть футболки. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8 столбик. Снова провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. Первый, в эту же второй и в эту же третий. Петли рукавчика 3 столбика. Первый, в следующую петлю второй, в следующую третий. Дальше вяжем 3 столбика без накида в одну петлю. Первый, в эту же петлю второй столбик и в эту же петлю третий. И дальше довязываем, это у нас по спинке одна из полочек, 4 столбика. Первый, в следующую петлю второй,
в следующую третий и четвертый. В конце каждого ряда мы вяжем воздушную петлю и вязание разворачиваем. Вот что у нас сейчас с вами получилось. Дальше вяжем второй ряд. Провязываем 34 столбика без накида. Первый, второй, второй, 33 и 34 столбик мы до конца не довязываем. Вытягиваем нить, оставляем 2 петли на крючке. Нить белую мы не обрезаем, их просто будем сейчас чередовать. Присоединяем нить красного цвета и довязываем ею столбик. Дальше сразу набираем воздушные петли. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Это будет у нас петелька для пуговицы. В зависимости от размера вашей пуговицы вы можете набирать большее или меньшее количество воздушных петель. Для меня 7 это оптимально, подходит под размер пуговички 8-10 мм. Дальше мы вяжем следующий ряд, третий. Нить красного цвета, которая у нас осталась в начале, вот этот хвостик, мы сейчас сразу же ввязываем. Провязываем 5 столбиков без накида красным цветом, дополнительным. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше мы провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. Первый, второй, третий. Вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Провязываем 3 столбика в одну петлю. Первый, второй, третий. Дальше вяжем 10 столбиков без накида. Первый, второй, девятый, 10. Провязываем 3 столбика в одну петлю. Первый, в эту же петлю второй, в эту же петлю третий. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. Провязали. Дальше довязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Воздушная петля. Разворачиваем. Закончили этот ряд. Получилось у нас с вами 42 столбика. Следующий ряд, четвертый, провязываем 42 столбика без накида. 41 и 42 столбик мы до конца не довязываем, оставляем 2 петли, захватываем нить белого цвета и довязываем столбик. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Следующий ряд, пятый, мы провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Дальше вяжем 3 столбика без накида в одну петлю. Первый, второй, третий. Провязываем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Провязываем 3 столбика в одну петлю. Первый, второй, третий. Дальше вяжем 12 столбиков без накида. Первый,
2, 11 и 12. Провязываем 3 столбика в одну петлю. 1, 2, 3. Дальше провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вяжем 3 столбика в одну петлю. 1, 2, 3 и довязываем до конца ряда 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Воздушная петля, вязание разворачиваем. В следующем ряду мы с вами будем вывязывать рукава, оставлять для них отверстия. Получается, провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Набираем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Теперь на основной части мы пропускаем 10 столбиков. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Начинаем вязать с 11. Вяжем 16 столбиков. 1, 2, вот что у нас сейчас получилось. 3, 15 и 16 столбик. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Отсчитываем 10 столбиков и их пропускаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Начиная с 11 мы провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 столбик мы до конца не довязываем, оставляем 2 петли на крючке и провязываем их красным. Вот что у нас должно получиться. Провязываем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующие 7 и 8 ряд провяжите по 40 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше мы вяжем по цепочке из воздушных петель. Здесь у нас их было 5. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше уже вяжем столбики. Это я сейчас вам просто показала, как провязать именно вот эти петли под рукавчиками. Вы же вяжете, начиная 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 и так до конца ряда 40 столбиков. Это 7 ряд и 8 ряд в обратную сторону, также 40 столбиков без накида. Провязали. В последнем столбике 8 ряда мы меняем нить на белую и набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вяжем с 8 петли. Провязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 столбик. Дальше провязываем прибавку. Вяжем 20 столбиков без накида. 1, 2, 19, 20. Провязываем прибавку.
И вяжем оставшиеся до конца ряда 9 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый столбик. Провязываем воздушную петлю, разворачиваем вязание. В обратную сторону, это у нас уже 10 ряд, провязываем 42 столбика без накида. Последний столбик в ряду не довязываем, меняем нить на красную. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Вяжем следующий ряд 11. Провязываем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10 столбик. Провязываем прибавку. Дальше вяжем 20 столбиков без накида. Первый, второй, 19 и 20 столбик. Провязываем прибавку. И довязываем до конца ряда оставшиеся 10 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Следующий ряд 12, провяжите 44 столбика без накида. В последнем столбике меняем нить на белую. Провязываем воздушную петлю, вязание разворачиваем. Вот так выглядит край с переменой нити. Дальше следующий ряд у нас 13. Провязываем 11 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 и 11 столбик. Провязываем прибавку. Дальше вяжем 20 столбиков без накида. Первый, второй, 19, 20. Провязываем прибавку. И довязываем 11 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 и 11. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Следующий ряд 14, провяжите 46 столбиков без накида. В последнем столбике меняем нить на красную. Нить белого цвета мы обрезаем. И в следующем ряду сразу же хвостик ввязываем. Сейчас набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. С 8 петли начинаем вязать 12 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12 столбик. Провязываем прибавку. Дальше вяжем 20 столбиков без накида. Первый,
второй, 18, 19, 20 столбик. Дальше провязываем прибавку и вяжем 12 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11 и 12 столбик. Воздушная петля. Вязание разворачиваем, провязываем заключительный ряд 16. Вяжем 48 столбиков без накида. Довязали ряд, воздушная петля, нить вытягиваем, длинную не нужно, достаточно короткой. Хвостики прячем с помощью иглы, пришиваем пуговицы, и на этом футболочка готова. Переходим к вязанию комбинезона. Он вяжется у нас полустолбиками с накидом снизу вверх. Для начала вяжем отдельно штанины. Набираем 27 воздушных петель. Первая, вторая, третья, 26 и 27 воздушная петля. Теперь присоединяемся в первую петлю, соединяя вязание в круг. Проверьте, чтобы цепочка не была перекручена. Провязываем соединительный столбик. Теперь набираем 2 воздушные петли и вяжем сразу же от этой петли, в которую только что мы присоединились. Получается, мы набирали 27 воздушных петель. Сейчас вяжем 27 полустолбиков с накидом. Провязываем первый, второй, третий, четвертый. Так вяжем до конца ряда. Провязали 27 полустолбиков с накидом. Дальше присоединяемся во вторую воздушную петлю соединительным столбиком. Так делаем в конце каждого ряда. Набираем 2 воздушные петли и вяжем второй ряд. Провязываем снова 27 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий. И так вяжем до конца ряда. Довязали. Обязательно считайте количество столбиков в каждом ряду, чтобы ни один не потерять и не добавить лишнего. Теперь провязываем соединительный столбик во вторую воздушную петлю. Набираем 2 воздушные петли. Следующий ряд мы с вами вяжем за передние полупетли, для того, чтобы потом завернуть штанину. Сейчас я вам покажу. Вот так. Провязываем за передние полупетли 27 полустолбиков с накидом. Довязываем так ряд до конца. И следующие 5 рядов с 4 по 8 провяжите по 27 полустолбиков с накидом. В конце каждого ряда провязываем соединительный столбик во вторую воздушную петлю и набираем 2 воздушные петли. Провязали. Дальше мы провязываем 1 воздушную петлю, вытягиваем нить, обрезаем, оставляя короткий хвостик. Это у нас готова первая штанина. Вторую вяжем точно так же, но не обрезаем нить. Провязали вторую штанину, нить не обрезали. Теперь нам нужно с вами их соединить так, чтобы шов не получился спереди на одной из штанин, как у меня в первом варианте. Поэтому
То, что мы сейчас закончили, мы так и оставляем. Шовчик идет в сторону, остается между ножек. А вот на второй штанине мы с вами присоединяемся не туда, где закончили, иначе шов как раз вот в эту сторону уйдет вперед, на лицевую сторону. А уходим на 3 столбика перед маркером, перед концом ряда. Вот здесь у нас ряд закончился, мы чуть в начале. Давайте даже на 4. Вот 4 столбика, как раз этот шовчик должен остаться внутри. Ввели крючок с внутренней стороны на внешнюю и сразу же вводим крючок под вторую штанину, под петлю. Связываем вместе один соединительный столбик. Дальше следующий захватываем 2 петли, вяжем второй соединительный. Следующий, третий. Четвертый. Пятый. Проверяем, все шовчики у нас остались внутри, не видно их ни спереди, ни сзади. Дальше начинаем вязать уже основу шортиков, вот эту часть. Мы сейчас провязываем 2 воздушные петли. И теперь вяжем по этой штанине 22 полустолбика с накидом. Но чтобы не образовалась дырочки, мы с вами вводим крючок в первую петлю, где у нас был соединительный 5. Вытягиваем нить. Дальше уже во вторую петлю также вытягиваем нить, провязываем все эти петли вместе. Все так у нас здесь не останется дырочки. Это получается, мы провязали первый полустолбик с накидом, второй, третий, четвертый, 5, 20, 21 и 22 полустолбик с накидом мы вяжем так же, как в начале. Вводим крючок под первую петлю, вытягиваем нить, снова делаем накид, вводим крючок под петлю с соединительным столбиком, вытягиваем нить, провязываем их все вместе. Дальше также мы делаем со второй штаниной. Вот у нас столбик, в котором был соединительный. Мы сюда вводим крючок, вытягиваем нить. Также делаем со вторым столбиком. Провязываем все это вместе. Это мы провязали один полустолбик с накидом. От второй штанины вяжем еще 21 полустолбик. Второй, третий, всего 22, четвертый, 5, 1 и 22 полустолбик мы также вяжем, захватывая последний столбик и захватывая столбик, в котором был соединительный между штанинами. Провязываем все петли вместе. Закончили вязать. Дальше во вторую воздушную петлю мы набирали в начале. Провязываем соединительный столбик. 2 воздушные петли. Вот что у нас получилось. Мы провязали 5 соединительных столбиков, захватывая петли первой и второй штанины, и провязали по кругу по первой штанине 22 полустолбика с накидом и по второй также. В итоге у нас сейчас в этом ряду получилось 44 полустолбика с накидом. Вяжем следующий ряд, 10. Провязываем 4 полустолбика с накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Провязываем убавку.
Дальше мы провязываем 9 столбиков без накида убавка, повторяем так 3 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый столбик. Провязываем убавку. За передней полупетли я ее вяжу. Один раз провязали, еще 2 раза также вяжем 9 столбиков убавка. И довязываем до конца ряда оставшиеся 5 столбиков, точнее 5 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Вяжем соединительный столбик во вторую воздушную петлю. 2 воздушные петли. Следующий ряд у нас 11. Провязываем 40 полустолбиков с накидом. Провязали 2 воздушные петли. Вяжем следующий ряд 12. Провязываем 9 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Дальше вяжем убавку. Провязываем 18 полустолбиков с накидом. Первый, второй, 17, 18. Провязываем убавку. И довязываем до конца ряда 9 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый полустолбик с накидом. Соединительный столбик во вторую воздушную петлю. 2 воздушные петли и вяжем следующий ряд 13, 38 полустолбиков с накидом. Провязали 2 воздушные петли, как обычно мы вяжем. Следующий ряд 14, провязываем 10 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. Провязываем убавку. Дальше вяжем 17 полустолбиков с накидом. Первый, второй, 16 и 17 полустолбик. Вяжем убавку. И довязываем до конца ряда 7 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Соединительный столбик во вторую воздушную петлю. 2 воздушные петли и вяжем заключительный ряд 15. Провязываем 10 полустолбиков с накидом.
Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Провязываем убавку. Дальше вяжем 16 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, 15 и 16 полустолбик. Провязываем убавку. И довязываем до конца ряда 6 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Соединительный столбик во вторую воздушную петлю. Одна воздушная петля, нить вытягиваем, обрезаем, оставляя короткий кончик. Вот что у нас с вами на данный момент получилось. Вот такие штанишки. Теперь находим центральные 10 петель спереди и вяжем. Присоединяемся в первую, провязываем 2 воздушные петли, в эту же петлю провязываем первый полустолбик с накидом. Дальше вяжем второй, третий, хвостик сразу же ввязываем, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10 полустолбик с накидом. 2 воздушные петли, разворачиваем вязание и второй ряд вяжем также 10 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10 полустолбик. 2 воздушные петли и третий ряд провязываем также с 10 полустолбиков с накидом. Первый, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10 полустолбик. Вот что у нас на данный момент получилось. Теперь нам остается только сделать обвязку. Для обвязки мы провязываем в сторону, получается вниз, вяжем 3 столбика без накида. Уже столбики без накида. Первый, второй, третий. Дальше в уголочек мы провязываем 1 столбик без накида. Теперь вяжем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, сразу же вот этот хвостик можно ввязать, 10. Набираем петли для лямочки.
У меня это 27 воздушных петель и в обратную сторону 20 столбиков без накида. У вас может быть количество другое, обязательно примеряйте. Первая, вторая, третья, четвертая, 26 и 27 воздушная петля. Теперь я пропускаю 6 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 даже я пропускаю. И начиная с 8 петли вяжу 20 столбиков без накида. Первый, второй. Вот у меня остается вот такая вот петелька. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 столбик. Теперь вяжем соединительный столбик в основание, откуда мы набирали цепочку из воздушных петель. Дальше провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Снова набираем длину цепочки. У меня это 27 воздушных петель. И в обратную сторону с 8 петли я провязываю 20 столбиков без накида. Провязали. Вяжем соединительный столбик в основание цепочки. Дальше провязываем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10 столбик. Теперь провязываем столбик без накида в основание, где у нас начинались 10 полустолбиков с накидом. И провязываем 3 столбика без накида вверх. Первый, второй и третий. Воздушная петля, нить вытягиваем и обрезаем. Прячем все хвостики с помощью иглы. Пришиваем пуговички. И наш комбинезон готов. Я пуговички пришивать не стала, потому что они мне еще не пришли. Вот такой мальчишка у нас с вами в итоге получился. Всех благодарю за выбор этого мастер-класса, за совместное вязание. Надеюсь, вы остались довольны как процессом, так и результатом. Всем до новых встреч! Увидимся в новых мастер-классах!